Добрый день. Здравствуйте. У нас четверг, да. У нас сегодня тема Камбоджа. Петр, здравствуйте. Хочу представить вас нашим партнерам Макромир. Петр, наш партнер из Камбоджи, действующий риэлтор, который работает давно уже на зарубежном рынке. До этого занимался недвижимостью в Турции. Но сейчас уже сколько лет, Петр, в Камбодже? Вот же уже 3 года, да, на сегодняшний. Уже 3 года. Именно работаете, специально там остались, чтобы работать. Да, абсолютно верно. Я приехал сюда буквально просто на недельку, и потом остался здесь на 8 месяцев, и потом решил остаться пока навсегда. Посмотрим, как пойдет. Все зависит от работы. Но, насколько я понимаю, сейчас все очень хорошо развивается. Да, получается, я когда приехал сюда, я вообще мало что знал о Камбодже, так как и все наши, наверное, телезрители. Мало кто слышал о Камбодже или только слышали там по каким-то передачам про путешествия. Вот. На Камбоджа на самом деле очень интересная страна, очень перспективная страна. И с моим опытом до этого я приехал, у меня уже был опыт около 11-12 лет недвижимости. Я когда оглянулся вокруг и посмотрел, сколько строек и новых проектов, я осознал, что здесь огромный потенциал в этой стране. Вот, для недвижимости, конечно же. Расскажите про Камбоджу. Очень интересно. Мы про нее знаем только что-то, там какие-то джунгли и всякие, но практически ничего не знаем. Расскажите, пожалуйста. Да, ну вот я подготовил небольшую презентацию о Камбодже, почему Камбоджа, и по ходу мы можем обсуждать, разговаривать вместе по каждому слайду, либо как вам удобно, в конце всех слайдов мы уже поговорим с вами более детально, например. Вот. Что касается, почему Камбоджа, как я и сказал, я когда сюда приехал, я мало что знал о стране, но на самом деле Камбоджа сама по себе страна очень интересная, недооцененная, я бы сказал. Вы знаете события в Камбодже 50 лет назад, когда были события гражданской войны, Пол Пота, все это откинуло Камбоджу около, наверное, лет 20-30 назад в развитии, но несмотря на это, когда политические взгляды Камбоджи, так скажем, стабилизировались, премьер-министр Хун Сен, на сегодняшний день я о нем поговорю дальше, вот, они наладили очень много отношений с другими странами и очень бурно начали развиваться, и я позже вам расскажу, они даже опередили очень многие страны в Юго-Восточной Азии. Вот. Почему Камбоджа? Потому что Камбоджа находится в первую очередь в центре Юго-Восточной Азии. Это очень важный момент, потому что все пути, транспортные сообщения, все проходит через Камбоджу. Если вы слышали когда-то о шелковом пути, например, вот, это получается шелковый путь 21 века. Это, как он называется, с китайского, если переводить, это инициатива одного пояса, одного пути. То есть все транзитные, экономические, получается, перевозки будут происходить через Камбоджу. На сегодняшний день достраивается огромный порт, очень много аэропортов открывается, я вам все об этом расскажу. Вот. Очень важный момент. Камбоджа – страна, которая очень богата своей культурой. Если вы слышали о Ангкор-Вате, например, это очень огромный храм, очень древний храм, который находится в Сиам-Рипе, и это храм наравне как с пирамидами Хеопса и, так скажем, чудо света, одно из чудо свет. Получается, этот Ангкор-Ват был занесен под охрану ЮНЕСКО как одно из самых главных достояний мира. Вот. Помимо этого, почему Камбоджа? Потому что рост Камбоджи ВВП последние 10 лет составляет в среднем 7%. Если вы посмотрите на статистики, последние 10 лет стабильно 7% ВВП на душу населения, получается, рост. Во время ковидного времени, в 2019 году ВВП упал, но с 2022 года он вернулся на свое прежнее место и составляет также, опять же, 7%. Вот. Очень важный такой момент. В Камбодже очень много инвестируют иностранные инвесторы. Получается, за последние 10 лет инвестиции выросли в 138 раз. Вот.
То есть это очень огромный показатель, что многие инвесторы со всего мира интересуются именно Камбоджей. Петр, извините, а за какое время вот 138 раз? Я могу сказать, что получается, вот здесь написано, в 2019 году прямые иностранные инвестиции Камбоджи составили 3,49 миллиардов долларов США. И иностранные инвестиции увеличились на 115%, то есть до 7,5 миллиардов долларов в 2020 году. Всего лишь за каких-то, за год практически, да, вот. Помимо этого, Камбоджа также развивается как туристическое направление. До ковида государство как таково не развивало туристическое направление. Как бы, ну, были у них там храмы, как бы люди приезжали, в основном люди приезжали посетить храмы, которые посещали города, например, когда они ездили в Вьетнам, либо Таиланд, и там им уже предлагали туры. А Камбоджа, как сама по себе туристическое направление, особо не развивалась, никаких инвестиций не вкладывала. Вот, я вам расскажу позже, получается, начиная в ковидное время, с 19-20 года, Камбоджа начала вкладывать очень много инвестиций именно в туристическое направление, отстроила очень много дорог, в частности, вот где Ангкор Ват находится, храм в Сиам-Рипе, там выстелили полностью все полотно, дороги полностью обновили, строится аэропорт в 2023 году, в этом году, в конце года открывается новый, получается, международный аэропорт. Вот, то есть очень бурное развитие идет и на туризм направленное тоже. Кстати, мало кто знает о Камбодже, но я нашел такой интересный факт. Я вчера, когда изучал, подготовил информацию. В 2009 году компания Beeline, российская компания, вышла на камбоджийский рынок и предоставляла свои услуги сотовой связи здесь, в Камбодже. Вот. Но после этого они перепродали свою компанию какой-то вьетнамской компании. А на сегодняшний день у нас действует только 3-4 оператора, и они все являются камбоджийскими. То есть они забрали рынок под себя, вот, соответственно, чтобы контролировать его получше. Вот. Что касается, например, следующего слайда, это культура Камбоджи. Камбоджа очень богатая культура, так как это страна с многовековой культурой, которая уходит глубоко в века, еще, получается, 2000 лет назад, а то и больше, когда вот строился этот Ангкор Ват. На тот момент Камбоджа являлась одной из самых развитых цивилизаций в мире, в принципе. Вот, потому что, когда они строили этот храм, это была самая мощная цивилизация, одна из самых мощных и развитых цивилизаций в этом регионе. То есть они получается, были лучше и Таиланда, и Вьетнама, и Сингапура, всех этих стран вместе. Когда там еще было земледелие, они уже отстраивали огромные храмы. Вот. Местное население – это хмеры, правильно? Да, вот следующий слайд у нас люди в Камбодже. Люди в Камбодже, они называются кхмерами. Кхмерами, потому что до этого была вот цивилизация кхмеров, от того и на сегодняшний день камбоджийцы называются кхмерами. Также, если брать язык, например, язык – это не камбоджийский язык, а это кхмерский язык, который очень похож чем-то на тайландский, на вьетнамский, на Лаос, язык Лаоса. То есть есть какое-то сплетение, потому что когда-то все эти культуры, они были очень смешаны и жили практически вместе. Вот. Если брать основные факторы, о которых я вам говорил, вот на нашем этом следующем слайде, на 9-й странице, Камбоджа занимает, как я и сказал, лидирующее место. Получается, если вы знаете о таком ASEAN, это, получается, Ассоциация юго-восточно-азиатских стран. ASEAN, в который включен 10 юго-восточных азиатских стран, это Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Лаос, Вьетнам. Вот. И Камбоджа занимает первое место по росту экономики, по стабильному и быстрому росту экономики, который составляет 7%. Вот. На 10-й странице, если вы видите на слайде, там даже есть график, который показывает, начиная с 2010 года. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, вот если мой курсор виден, да, вот здесь получается вот график.
и на графике показано, начиная с 2010 года, вот, по сегодняшний день рост экономики ВВП стабильно рос на 7%. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день это по всему миру Камбоджа занимает 6-е место по стабильному и быстрому росту ВВП. Вот. А в Юго-Восточной Азии 1-е место. Вот. Почему это важно? Потому что если мы говорим о недвижимости, да, когда вы не инвестируете куда-либо, важно, чтобы понимать, как развивается экономика в этой стране, потому что если экономика стабильная, соответственно, меньше риски в инвестиции в таких странах, потому что идет очень бурное развитие. Вот, соответственно, получается, предложение, спрос всегда только поднимают рынок и ведут его к очень большим успехам. Соответственно, все, что продается, покупается в этой стране, соответственно, так скажем, более прибыльная и, так скажем, более здоровая такая инвестиция, чем страны, которые экономика, например, там прыгает, там в один год она будет там плюс 10 ВВП, в другой год она упадет там до 0, а то и минуса. Вот. Что касается Камбоджи, это идет стабильное развитие. Вот. На следующем слайде, 11-м слайде, Камбоджа одна из самых сильных долларизованных стран мира. Мало кто знает, вот, но я так скажу так, здесь доллар, получается, курируется наравне с местной валютой, которая называется реал. Вот. За $1 получается 4000 реалов. Если вы пойдете в супермаркет, в магазины, там, в рестораны, то есть в любое место, куда бы вы ни пошли, вы можете расплатиться долларами. Чтобы вы понимали, открывая счета в банке, вы открываете счет в долларах. Вы можете конвертировать доллары, получается, в местную валюту, но это не обязательно. Если вы увидите, получается, на слайде также есть такая таблица небольшая, которая указывает, что в Камбодже даже можно свои доллары вложить на депозитовый счет под проценты, и процент доходит до 6,25%, получается, годовых, если вы положите деньги, например, на 5 лет. То есть это все в долларах. То есть ни одна страна не предоставляет депозитовый счет под такой процент в долларах. В основном всегда депозитные счета и процентная ставка высокая только на местную валюту. В Камбодже на сегодняшний день такого регулятора нет. Соответственно, вы можете вкладывать даже доллары просто на депозитовый счет, переводить доллары, например, если мы говорим о недвижимости. Приобретая недвижимость, вы можете переводить деньги в долларах напрямую на банковские счета застройщика, либо просто переводить деньги с своих счетов там с России или другой точки мира на свой счет в Камбодже, также в долларах. Соответственно, вы не теряете на конвертации. Если брать в пример, например, Таиланд. Покупая недвижимость в Таиланде, вы можете выплатить сумму цены этой недвижимости только, получается, в таиландских батах. Вы не можете прийти и заплатить долларами. Когда вы хотите купить недвижимость, у вас, когда вы оформляете недвижимость на себя, получается, инстанции государственные требуют справку о том, что вы перевели деньги в Таиланд, а потом эти деньги перевели где-то в таиландском банке, либо обменнике, но это официально вы должны перевести это все в баты. И вы можете купить только в батах. В Камбодже такого регулятора на сегодняшний день нет. Соответственно, это более свободный рынок, и вы можете приобретать все в долларах и переводить в долларах, то есть без проблем. Вот. Но, извините, Петр, сразу тогда по этому поводу. Пересчет все равно, если недвижимость стоит, там, скажем, $50 000, то она в $50 000, она не зависит от курса? Нет, 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 она никак не зависит от курса. Курс, получается, в принципе, курс камбоджийского реала за последние 10 лет там прыгал там на 0,01%. То есть за последние 10 лет, как он был 4000, он так и остается 4000. И, как я уже и сказал, все цены выставляются в долларах. Например, в супермаркете вы покупаете тот же хлеб или воду или молоко, оно в долларах, вы оплачиваете все в долларах. У вас счета в банках в долларах.
Например, когда вы покупаете ту же недвижимость, и застройщик вам говорит, что цена недвижимости составляет там 50 или 100 тысяч долларов, это 50-100 тысяч долларов. Это никак не влияет на падение, либо рост самой местной валюты реала. То есть это все в долларах. Я бы сказал, таким образом Камбоджа, она более глобализирована и позволяет инвесторам со всего мира инвестировать, не конвертируя и не теряя на конвертации, не теряя на курсе ежедневном там, или, например, вы можете купить недвижимость сегодня, например, подписать контракт там через месяц, и первый взнос выплатить через месяц. Соответственно, он также будет только в долларах, то есть никак не будет конвертироваться. Это очень большой плюс. Ну да. Вот. Для зарубежной недвижимости это правда большой плюс, потому что когда мы конвертируем либо в фунты, там, либо в лиры, а этот туда-сюда курс ходит, и тогда и стоимость недвижимости, соответственно. Конечно. Даже если вы купите, например, в долларах, ну, через месяц, 3 месяца, например, курс местной валюты упадет, соответственно, вы там потеряете. А здесь в Камбодже, то есть это никак не зависит, это стабильная, так скажем, гарантированная, фиксированная ставка и сумма, за которую вы покупаете недвижимость. Вот. Понятно. Также в Камбодже находятся особые экономические зоны. Это очень важно, потому что в этих экономических зонах очень много иностранных компаний. Одни из самых больших экономических зон находятся, получается, в столице в Пномпене, о котором я вам поговорю позже. В Пномпене на сегодняшний день самая большая экономическая зона состоит из около 100 компаний, и эти 100 компаний, там очень много из иностранных компаний, которые открывают свои бизнесы здесь. Около 15 стран инвестируют в Камбоджу на сегодняшний день. Одна из самых больших инвесторов является Китай, потом идет уже Южная Корея, Англия, Малайзия, Япония, Вьетнам, Америка, Сингапур и Тайвань. Вот. Если говорить о Пномпене, о столице, на слайде 13, вы можете увидеть население, получается, Пномпеня на сегодняшний день составляет 2,3 миллиона населения. Чтобы вы понимали, все население Камбоджи состоит из 17 миллионов 300 тысяч населения. Вот. Очень много иностранцев проживают в Пномпене. Почему? Потому что в Пномпене очень много открывается иностранных школ, больниц, компаний различных. Например, привести вам пример. Здесь, когда открывают компании, даже местные какие-то компании, они привлекают всегда иностранных каких-то специалистов. То есть обычно высокие эшелоны здесь занимают какие-то управленческие места. Это менеджеры, получается, все они с Америки, либо Сингапура, либо Гонконга, либо Англии, либо Китая. То есть вот, потому что экономика и страна развивается очень бурно, им нужны специалисты, они привлекают извне. Исходя из-за этого, государство Камбоджи предоставляет замечательные условия для проживания и нахождения здесь для иностранцев. Я вот как приехал сюда, получается, в 2019 году, как раз только перед ковидом, но несмотря на это, здесь условия для жизни для иностранцев уже были очень замечательные. То есть здесь нет какого-то такого серьезного визового контроля. Каждый может въехать в Камбоджу и получить визу на границе. Потом, например, вы получите визу туристическую на границу на месяц, а потом вы ее можете продлить на 3 месяца. Либо вы можете сюда приехать и получить на границе бизнес-визу на месяц, а потом эту визу продлить на 6 месяцев или на год. И стоит это совсем копейки. Чтобы вы понимали, продление бизнес-визы на год стоит, я делал для себя, $370. То есть ты заплатил $370, ты весь год живешь вообще без проблем. Вот. Петр, такой вопрос. Какой язык используется? Да, очень важно. Я понимаю, что хмерский, да, но хмерский, наверное, знает не так много людей. Да. Получается, в Камбодже как основной язык хмерский, да, как это Камбоджа, но очень много здесь людей, кто владеет английским языком. Особенно новое поколение, которое учится в университетах, они владеют английским в совершенстве.
Помимо этого, также есть население, которое владеет французским языком, так как, если вы знаете, Камбоджа раньше была когда-то колонией Франции. Вот. И Да. из-за этого очень много людей владеет французским языком. Некоторые люди также общаются на китайском. То есть в Камбодже, в принципе, все население владеет 1+ языками, то есть 1, 2, 3 языками сразу. То есть я здесь живу, за эти 3 года я не чувствую какого-то препятствия при общении, то есть в ресторанах, кафе, везде, где бы вы ни приходили, всегда есть люди, которые общаются на английском языке. Вот, где-то хуже, где-то лучше, но в принципе здесь жить комфортно и развиваться, открывать какой-то бизнес вполне реально, и то есть нет никаких препятствий, языкового барьера, так скажем. Вот. Также очень важный момент, почему, в принципе, экономика Камбоджи так развивается и почему Камбоджа так развивается, потому что Камбоджа является очень молодой нацией. Из-за событий с Пол Потом было очень много убито, так скажем, пожилых людей, и на сегодняшний день 90% всего населения является 35 лет и моложе. А средний возраст в Камбодже составляет 25 лет в среднем, 25.6, вот на слайде 14 вы, наверное, видите. Вот. Таким образом, это молодое население, это молодая нация, она готова работать, она готова толкать страну на развитие огромное. Вот если вы видите на 14 слайде, там получается, говорится, при среднем возрасте 25.6 лет, 25,5 лет, так скажем, получается рост Камбоджи, сила, именно вот сила для развития для страны хватит на последующие 60 лет, то есть до 2070 года Камбоджа может развиваться, расти без проблем. И потребительский рынок продолжит растение в течение этих 60 лет последующих. Как вы знаете, потребительский рынок – это очень важно. Когда идет, получается, огромный спрос, то есть, соответственно, появляется предложение. Либо когда появляется предложение, если есть спрос, это хорошо. А если нет спроса, соответственно, развитие затормаживается и некуда двигаться. Что сейчас на сегодняшний день происходит с соседними странами, как Вьетнам, Таиланд, Сингапур и тому подобное. Они дошли до такого определенного пика, так скажем, своего роста, и дальше уже такого роста нет. А если сравнивать, вообще идеальный пример, я бы вам привел, например, Европу. ВВП в Европе вообще, в принципе, уже там особо и не растет. Оно идет там 1, 1.2, 2%, в каких-то странах может 3, но не больше. То есть Европа дошла уже до такого пика, где развития нет. Соответственно, получается, предложение, спрос не развивают экономику больше. Потому что... Ну да, там и население старое уже такое. Да, там старое очень население, молодых нету, все, получается, живут своей жизнью, никто не женится особо, женится уже там под 40, под 50, вот, детей мало кто заводит, соответственно, население не растет. А это, так как в Камбодже население средний возраст составляет 25,5 лет, это огромное, получается, колоссальный такой плюс для Камбоджи, который толкает ее на такое огромное развитие. Если брать пример в индустрии недвижимости, вы должны понимать, если недвижимость строится, а в этой недвижимости некому жить, это называется, получается, пузырь. Во многих странах такой пузырь лопался. Почему? Потому что строилось больше, чем был спрос. Вот. Если привести пример, например, я не хочу ничего плохого сказать, но привести пример Дубай. Дубай застраивается очень сильно, очень много строек, везде там строится. Но в Дубаях населения практически нет. Само дубайское население, их там было очень мало в принципе. Если вы знаете развитие истории Дубаев, вообще раньше это была пустыня с небольшими племенами только. Вот, и потом, когда они нашли нефть, они начали развиваться, они начали вот это все строить. Но если вы знаете, в Дубае живет очень мало местного населения, потому что его нету практически, наверное, только 20%. Все остальное население, которое живет в Дубаях, это иммигранты с Индии, с соседних азиатских стран.
европейцы, россияне, которые приезжают, приобретают недвижимость. Эту недвижимость они покупают, но потом очень тяжело продать на вторичном рынке, потому что спроса нету. То есть вы купили как бы для жизни идеально, но для инвестиций я считаю, что Камбоджа намного интереснее страна для инвестиций. Вот. Расскажите, да, почему интереснее. Да, почему? Потому что, как я и сказал, здесь огромный спрос, молодое население, рождаемость высокая, соответственно, они создают семьи, делают детей, эти дети должны ходить в школу, эти семьи должны где-то жить, вот. Так как вся индустриальная зона находится в больших городах, как Пномпень, соответственно, все люди стекаются со всех окраин, со всех маленьких провинций в Пномпень, работают здесь, соответственно, им нужно где-то жить. Соответственно, они начинают приобретать. Я вам скажу такую даже тенденцию. Раньше кхмеры любили жить в домах, виллах, домах, которые находятся на земле. Вот. Новое поколение не хочет жить в домах, потому что дома находятся далеко от города. То есть, чтобы ехать вам со своего дома до работы, нужно тратить по 2 часа в пробках. Никто это делать не хочет. Соответственно, новое поколение уже молодое, там 20, 22, 23, 25, 26 лет, эти люди, они хотят жить рядом с работой. И они тайком от своих родных, от своих родителей покупают недвижимость в центре города, то есть в самом городе. Соответственно, это получается уже кондоминиумы. И когда они покупают, они скрывают это от родных, потому что они не хотят вступать в конфликт с родными, потому что родным не понять, потому что прошлое, так скажем, как сказать, тянет назад да, еще, да? Получается, их родители живут еще во времена, когда они жили в домах, на земле, вот, со своими огородами и тому подобное. А новое, оно понимает, что время это дорогое, очень ценное, соответственно, они предпочитают жить в городах. Соответственно, они приобретают недвижимость. Тем самым они стимулируют рост недвижимости, тем самым они балансируют, так скажем, спрос и предложение на рынке недвижимости. И из-за этого я, как говорил, почему здесь инвестировать очень безопасно. Потому что недвижимость сама подпитывается местным населением. То есть местное население подпитывает этот рост недвижимости. То есть есть спрос. Соответственно, при строительстве у вас не возникает пузырей, и у вас получается цена, которая по факту является настоящей ценой, как сказать, как ценностью, как все, что у нас связано в экономике, у нас все всегда в балансе. То есть если у тебя есть что-то, у тебя должно быть что-то взамен. То есть это основная логика всей экономики. Соответственно, молодое население, молодое поколение вот таких вот кхмеров, они стимулируют этот рост недвижимости, индустрии в недвижимости. И из-за этого нам, как инвесторам, такому же, как мне, я тоже здесь купил квартиру. Вот, получается, я считаю это максимально безопасным, потому что вы не рискуете, купив эту недвижимость, потом застрять с ней мертвым грузом. То есть вы всегда ее можете перепродать, вы ее всегда можете сдать. У вас не возникнут никогда какие-то трудности в этом. Вот. Если взять слайд 15, очень тоже важно, как бы инвестируя куда-то в страну, вы должны понимать, какие политические взгляды и какая политика вообще происходит в Камбодже, в стране, куда вы инвестируете. На сегодняшний день Камбоджа является у нас... Камбоджа у нас является конституционной монархией в Камбодже. У нас премьер-министр, получается, обладает полным контролем над страной. В Камбодже есть король, король он просто как символ, например, как в той же Великобритании, в Англии. Там есть королева, но она много ничего не решает, все решает премьер-министр. Соответственно, так же, как и в Камбодже. У них есть король, но король он больше просто для любви, для уважения. Народ чувствует к нему огромную любовь. Это всегда, потому что это было королевство, оно и до сих пор называется королевство Камбоджи. Вот. Но все решения принимаются премьер-министром. Премьер-министр министр Хун Сен является уже премьер-министром у власти 20-23 года, что ли. Вот, очень успешно развивает и направляет Камбоджу в правильное русло.
развивает экономику, развивает отношения со всеми странами по всему миру, постоянно в поездках. Один из самых главных плодов премьер-министра является огромное инвестирование Китаем в страну. Китай инвестирует огромные деньги, я вам больше расскажу дальше. Например, Китай на сегодняшний день развивает город Сиэнуквиль, о котором я вам поговорю, и пытается построить из него как второй Макао. Вот. Если взять политическая стабильность, как я и сказал, уже 20-23 года находится Хун Сен у власти, и сейчас будут выборы, буквально через год, через 2 будут выборы. Многие люди начинают опасаться, особенно инвесторы, как это будет и кто придет к власти, но опасаться не нужно, потому что уже идет продвижение его сына как преемника на его место. Его сын является генералом камбоджийской армии, то есть все козыри у них только на руках. То есть политически, получается, армия поддерживает, то есть все будет только развиваться. Его сын будет продолжать руководить страной и преследовать, получается, идеи своего отца. Вот. Поэтому, что касается политической стабильности в Камбодже, это тоже все очень спокойно и благоприятно для инвесторов. Вот. Что говорить о городах Камбоджи? В Камбодже очень популярны 3 города. Это, получается, сама столица Пномпень. Это самый большой крупный город в Камбодже. Является столицей, а он также является политическим, экономическим, промышленным, культурным, образовательным центром страны. Как я уже и сказал, здесь сконцентрировано очень много бизнеса, школ, больниц, все сконцентрировано в столице в основном. Вот. Пномпень находится на побережье реки Меконг. Меконг-река – это очень мощная река, огромная река, которая соединяет очень много стран, и Таиланд, и Вьетнам, и Лаос, Тибет, и вплоть уходит до Китая. Вот. В Пномпене на сегодняшний день проживает 2 миллиона 300 тысяч населения. Вот. Везде есть торговые центры, посольства. На сегодняшний день 29 посольств находятся в Пномпене различных стран. Вот. Соответственно, это создает очень благоприятные условия также для недвижимости. Я, например, всегда своим инвесторам советую инвестировать в Пномпене. Почему? Потому что это центр всей страны. Здесь всегда будет больше денег, всегда будет больше развития. Например, если брать в пример во времена ковида, я вам расскажу дальше о городе Сиэнуквиль прибрежном и о Сиэм-Рипе. Вот. Из этих 3 городов Пномпень себя показал самое хорошо, потому что здесь жизнь не останавливалась, в принципе. Люди также ходили на работу, им нужно где-то было жить. То есть рост недвижимости все равно продолжал держаться. Что не скажешь о городах, таких как Сиэм-Рип и городах Сиэнуквиль, которые являются туристическими. Соответственно, когда все границы закрылись, там делать особо нечего, потому что это туристические города. Вот. Поэтому я всегда считаю Пномпень самым удачным для инвестиций, потому что здесь максимально минимальные риски для инвестиций. Даже если ковид придет или еще какая-то пандемия, и все закроется, рынок в столице Камбоджи, он все равно будет держаться, потому что все находится в столице. И оно подпитывает. Столица, она и есть столица. Как я и сказал, местное население само подпитывает этот рост и создает благоприятные условия для инвестиций в недвижимость именно в Пномпене. Вот. Второй город, 21 слайд, это вот тот город, который я вам говорил, Сиэнуквиль, один из туристических городов, который Китай хочет сделать как второй Макао. Инвестируется огромное количество денег. Чтобы вы понимали, 7 лет назад этот город, это была обычная рыбацкая деревушка с прекрасными пляжами. Получается, город находится у Сиамского залива, который потом впадает в Южное море, Китайское Южное море. Вот, с прекраснейшими пляжами, с белым песком, очень благоприятным климатом, очень много островов интересных. Один из островов Кохронг. Вот, он еще мало развит, но там прекрасная природа, я очень люблю сам туда ездить. Там вот как раз-то находятся вот эти 5-звездочные отели, куда люди могут поехать по путевке.
есть пару отелей. Мгм. Что говоря о Сиануквиле, как я рассказал, уже развивается очень сильно туристически. Помимо этого, в Сиануквиле действует экономическая беспошлинная зона, такая, например, как в Шэньчжэне в Китае. То есть морские пути могут все соединяться также в Сиануквиле. На сегодняшний день строится один из самых больших портов здесь, который откроется тоже в этом году, в 2023 году. Я хотела бы, Петр, чтобы вы еще сказали про то, что про составляющую по поводу цунами, то есть безопасности. Если честно, за эти 3 года я вам скажу, что Камбоджа как будто оберегается самим Господом, то есть вообще здесь ничего не происходит само по себе, то есть нет никаких больших цунами. Там бывали случаи, когда объявляли, что цунами в Вьетнаме, оно может достигнуть Камбоджу, но за эти 3 года никогда я ничего такого не слышал, что что-то происходило в Камбодже. Да если взять просто пример во время ковида, чтобы вы понимали, Камбоджа оказалась страной, в которой, в принципе, ничего не происходит. У нас даже не было комендантского часа как толком. У нас был комендантский час там после 8 вечера нельзя выходить, а в течение дня, то есть ты можешь спокойно ходить и делать все, что тебе угодно. И то это действовало только 1 месяц, вы представляете, за всю пандемию, когда мир там месяцами находился, кварталами, там по полгода находился в изоляции в Камбодже, то есть все было нормально. Я там выкладывал в свои социальные сети там видео, фото, что я там где-то отдыхаю, там где-то что-то делаю. А у меня друзья все пишут: а ты где вообще живешь, ты на какой планете? Типа здесь мы дома сидим, нас не выпускают. А здесь ничего такого не было, в принципе. Как бы и никто, даже ученые, не могут никак объяснить причину, почему в Камбодже коронавирус так не задействовал страну, как другие страны, например. То есть процент заболевания был То есть большой. практически вообще проблем с этим не было. Как бы люди практически... Здесь у нас смерть была одна-две смерти, что ли, было за всю пандемию. Как бы были многие шутки, типа, ну, потому что кмерцы очень любят чеснок, и они едят чеснок килограммами. Мол, поэтому коронавирус их не задел. Ну, то есть непонятно, поэтому я говорю, что какие-то чудеса происходят здесь. Вот, то есть, ну не знаю, многие связывают это с Ангкор-Ватом, что на самом деле Ангкор-Ват считается вообще, если брать Ангкор-Ват, вот он у нас на 23-24 слайде, Ангкор-Ват, он считается отражением храма, который находится в потустороннем мире, где-то там в раю, так скажем, ну как они, если изучать о Ангкор-Вате, они так говорят о Ангкор-Вате, что это копия храма, который находится на небесах, и которую посетил в тот момент был принц, я уже не знаю имя принца, я просто слышал историю, что во сне его забрали на небеса, ему показали храм, и он был очень воодушевлен, и ему очень понравился храм, что он захотел отстроить копию этого храма на земле. И вот оттуда идет, получается, легенда о храме Ангкор-Ват, который в сегодняшний день находится под охраной ЮНЕСКО, который находится в Сиам-Рипе, это 3-й город, получается, в Камбодже, он находится больше так в центре Камбоджи, так скажем. Вот, он является туристическим городом. Для инвестиций я не особо, как бы, опять же, это туристическое место, вы можете заработать хорошо на аренде, можете прогореть, когда появится ковид и тому подобное. Но для жизни, как бы, это идеальный город. Я сам прожил там 8 месяцев, прекрасный город, очень добрые люди, отзывчивые люди, очень красивые закаты там получается, небо бордовое полностью, джунгли, пальмы, очень красиво. Вот. Если взять крупные города Камбоджи, еще один крупный город – это провинция Кампот. На сегодняшний день провинция Кампот, она не развита так сильно, как Сиам-Рип, Пномпень и Сиануквиль, но, получается, провинция Камбоджа очень популярна своей морской солью, которую добывают именно в этом месте только. У них есть специальные, получается, дренажи, которые они заполняют водой с моря, потом они их перекрывают, высушивают и собирают соль, получается, руками, в принципе. То есть нет никакого производства.
То есть это соль, которая собирается вот таким образом, ручным способом. Натуральная соль морская. Помимо этого, в Камбодже это единственное место, где выращивают черный перец. И причем очень хорошего качества. И этот перец, даже черный, очень многие гурманы со всего мира знают о существовании камбоджского черного перца в Камбодже. Многие даже там шефы, повара, которые имеют звезды Мишлен, они могут отличить даже этот черный перец, который растет именно в Камбодже. То есть он очень душистый, не похожий на один перец черный по всему миру. То есть он особый аромат имеет свой, очень насыщенный, вот такой вот интересный момент. Также в Камбодже, очень интересно, в этом году открылся порт, куда могут приплывать круизные лайнеры, что будет создавать такое развитие, мне кажется, в этом регионе. Хотя я не думаю, потому что камбоджийцы очень трепетно относятся к Кампоту, потому что если взять Сиануквиль, там очень много китайцев, туристов, Сиам-Рип, там тоже очень много туристов, иностранцев, вот. А Кампот, он больше такой кхмерский, камбоджийский, то есть многие люди, кхмерцы, едут туда отдыхать. Там очень красивые живописные места с реками, джунглями, заповедниками, вот. То есть очень красиво. И вот открылся порт. И я думаю, что она будет развиваться в будущем как туристическое направление тоже. Но я не думаю, что это будет такое грандиозное, как Сиам-Рип и Сиануквиль, например. Но, тем не менее, такой порт уже существует. Также буквально в этом году ходят слухи, уже государство Камбоджи договаривается с государством Вьетнамом. Если вы знаете такие острова Фукок, это очень красивые острова, также с белым песком. Они вообще являлись когда-то камбоджийскими. Но потом, когда был передел земли, он отошел вьетнамцам, как раз вот при той революции с Пол Потом. Вот. Ходят слухи, что пустят пароход, получается, корабль, который будет прокладывать путь между Кампотом, Камбоджей и Фукоком. Там буквально час, очень близко находится, за час вы можете приплыть на Фукок. Чтобы вы понимали, острова Фукок – это очень красивые острова. Это специальная зона в Таиланде. Например, если вы летите в Фукок, либо посещаете Фукок по земле, либо на самолете, потом, если вы можете получить визу прямо при въезде, туристическую визу. Но это, если захотите посетить Вьетнам, вам нужно уже подавать на специальную визу, которую Вьетнам дает уже не всем гражданам. Соответственно, все могут приехать на Фукок, который является Вьетнамом, но с Фукока переехать, переплыть, перелететь в Вьетнам нельзя будет, потому что нужно будет визу получать заранее где-то в посольстве, а посольство, соответственно, только у вас в странах. Соответственно, для Камбоджи, мне кажется, это будет очень огромным плюсом, потому что люди тогда сюда начнут прилетать, в Камбоджу, и посещать Фукок уже отсюда. Потому что через Вьетнам будет намного сложнее в тот же Фукок, который он принадлежит Вьетнаму. То есть поэтому вот для Кампота, для вот провинции Кампот, это будет, мне кажется, очень таким важным переломным моментом, который бурно будет развивать его в туризме также. Вот. Также хотел поговорить о недавно появившейся программе, которая называется «Камбоджа. Мой второй дом». Это будет очень интересно для инвесторов со всего мира, которые ищут места, где бы они могли осесться, либо когда-то переехать, либо получить паспорт, либо какой-то, так скажем, план «Б» на случай, если вам нужно куда-то отправиться из своей страны. На сегодняшний день, например, взять, как в России, что происходит, мобилизация и тому подобное. Вот, очень многие люди уезжают в другие страны и сталкиваются с трудностями, что очень тяжело получить визу. Я не знаю, если вы слышали о таких слухах, но буквально на прошлой неделе Бали перестал давать визы по прилету гражданам России и Украины. Вы слышали о таком? То есть если... Они рассматривают, я слышала, что рассматривают об этом, что они перестанут выдавать не визы, а ВНЖ. Нет, на прошлой неделе официальное было письмо правительства, получается. Бали закрывает визы по прилету, и получить визу
для Бали вы сможете только получив ее заранее в посольстве. То есть при прилете на Бали россиянам и украинцам больше визы не дают. Вот. Поэтому это будет очень немножко некомфортно, потому что я знаю, что очень много россиян ездят на Бали и живут, и открывают там бизнесы, особенно айтишники, вот, и в этой сфере. То есть, Весь Бали это IT. да, теперь уже так легко не будет, и будет намного сложнее. Камбоджа, к нашему, конечно же, сюрпризу, как скажем. Для нас это позитивная новость, потому что Камбоджа открыла свои двери для всех иностранцев, то есть любой иностранец со всего мира может приехать в Камбоджу и получить визу по прилету. Туристическая виза стоит $30-35 по прилету. Оформляется буквально за одну минуту, и я слышу от многих своих клиентов, иностранцев, кто сюда приезжает, они говорят, мы нигде такого быстрого сервиса на границе не видели. То есть ты приходишь, ты там еще там только спустился с самолета, ты уже выходишь и ждешь свой багаж. То есть очень сделали специально, очень быстро, чтобы люди было комфортно, которые сюда прилетают. Вот. И опять же, вот эта вот Камбоджа, мой второй дом, программа была создана буквально в прошлом году, в конце года. Эта программа, получается, продвигается самим Министерством внутренних дел Камбоджи, позволяющая иностранцам оставаться в Камбодже по золотой визе 10 лет. Владельцы этой золотой визы могут подать заявление на получение паспорта уже через 5 лет, имея эту золотую визу по факту. Вот. Это единственный способ на сегодняшний день получить паспорт Камбоджи. Вот. Программа открыта для всех стран, признанной Камбоджей, в принципе, это практически все страны, с определенными инвестиционными финансовыми требованиями, конечно же. Вот. Камбоджа мой второй дом, это золотая виза, как я уже сказал, на 10 лет, и инвестиционные требования, о которых я вот только что сказал. Получается, требования для получения золотой визы. Первое на странице 49 моего слайда. Заявитель должен быть гражданином страны или региона, признанным правительством Камбоджи. Соответственно, это практически все страны. Второе, заявитель должен получить одобрение Министерства внутренних дел, что без проблем. Заявитель должен быть не моложе 18 лет. Заявитель должен иметь инвестиционный пакет капиталом не менее $100 тысяч. Поподробнее об этом. На сегодняшний день только 2 проекта участвуют в этой программе, и только в этих 2 проектах вы можете приобрести недвижимость на эту сумму. Вот. Заявитель должен владеть... Извините, Петр, получается, что это должна быть недвижимость стоит $100 тысяч? Или на счету должно быть, или как-то это совместно? Получается, на самом деле сам пакет золотой визы и участие в нем стоит $100 тысяч. Но в эти $100 тысяч есть стандартный пакет, в который входит недвижимость коммерческого типа. Это 6,7 квадратных метров в проекте, который сегодня строится как новый рынок будущего, так скажем. Это новые рынки, которые будут кондиционированные. То есть я не знаю, если вы в Токио, там кто бывал в Токио, это очень распространенные, это получается 6-7-этажные, получается, здания с кондиционерами и очень много внутри бутиков таких маленьких помещений, где вы можете продавать свою продукцию. Вот. Как я уже и сказал, с этой золотой визой вы можете находиться в Камбодже 10 лет, и по истечению 5 лет вы можете подать даже на гражданство. Вот. Еще такой момент, не обязательно находиться в Камбодже, владея этой золотой визой, и ждать эти 5 лет, чтобы получить паспорт. Вы можете оформить эту визу, прилететь, оформить, потом улететь и прилетать, когда вам угодно. Не обязательно владеть языком местным, кхмерским, то есть вы можете не владеть. Вот. Это что касается золотой визы. Вот. И это все. Что касается моей презентации, если у вас есть вопросы параллельно, мы можем поговорить. Кстати,
Да, вопросы есть. У нас, поскольку мы недвижимостью занимаемся, спасибо, познакомили нас со страной, так прям подробно, очень хорошо, очень красиво, Да, спасибо я так большое. вижу. Кстати, Да. да, я хотел сказать, вот эта вот фотография у меня, которая последняя в слайде, это реальная фотография самого Пномпеня. Как вы видите, здесь у нас архитектура такая местная, камбоджийская, а на фоне у нас возвышаются огромные небоскребы. Это реальная фотография, это реальная Камбоджа, это реальный Пномпень на сегодняшний день. Вот. Мгм. Скажите, пожалуйста, недвижимость, теперь мы рассматриваем именно с инвестиционной точки зрения. Я поняла, что Пномпень, он интереснее именно с инвестиционной, то есть такое либо спекулятивное, да, то есть купил и продал с прибылью, либо купил и сдаешь в аренду, Да. правильно? Это лучше рассматривать Пномпень. Да, на сегодняшний день Пномпень предлагает различные вариации инвестиций, как вы и сказали, купить, продать, либо купить, сдавать, либо купить, подержать и перепродать. То есть все варианты, что можно манипуляции делать с недвижимостью, так скажем, возможности, Пномпень предоставляет. Поэтому здесь минимальные риски. Да. А какой вход минимальный на Минимальный это? вход на рынке Пномпеня, я могу сказать, где-то 50-60 тысяч долларов. Вот за 50-60 тысяч долларов вы можете получить студию около 38 квадратных метров, 38 квадратных метров. Вот, конечно. Это еще в строящемся? Есть как в строящимся, есть также, которые уже готовы к заселению. Но вы должны понимать, с такой ценой проекты, которые готовы к заселению, будут не такого уж хорошего и качества. Как в любой стране, здесь есть разные застройщики, разные уровни качества, соответственно, цена будет варьироваться от этого. Если вы хотите вложиться в какой-то премиальный проект, например, в Камбодже, цена входа будет составлять где-то 70-80 тысяч за 40 квадратных метров. Ну, я скажу, $1600 за квадратный метр. Это вот вход на премиальную такую недвижимость на сегодняшний день можно получить в Камбодже, в Пномпене. Есть ли какие-то возможности рассрочек, например? Да, конечно, это все зависит, конечно же, от застройщиков, от сроков стройки. Ну, в Камбодже действуют рассрочки беспроцентные, напрямую от застройщика вы можете получить, если, например, привести пример, есть проект на сегодняшний день Times Square, я его очень бурно рекламирую. Вот. Очень много, кстати, россиян приобретает в этом проекте. Вот. Там начальная цена входа $1600 с первоначальным взносом 20%. Это в среднем 15 тысяч долларов где-то. Вот. И потом рассрочкой на все время строительства. Проект будет строиться 3 года, соответственно, 36 месяцев рассрочки вы можете погашать спокойно, беспроцентно. Также вы можете выплачивать, например, в течение этих 3 лет по 1% в месяц, что составляет 36%. Вот. Первоначальный взнос 20 плюс 36 – это 56% получается. Остальные 44% вы можете внести уже, когда вы будете получать ключи, когда уже проект будет передаваться владельцам. Вот. Помимо этого, также есть возможность, если у вас на тот момент возникли какие-то трудности, есть проекты, которые предоставляют кредит. Кредит напрямую от застройщика. Это, так скажем, тоже такая рассрочка, но уже с процентами. Вот. Они дают кредиты там, на 10, на 15 лет, но эти кредиты вы можете погашать преждевременно в любое время. То есть вы можете выплачивать, например, я вот купил свою квартиру, я там внес 50%, остальные 50% я взял в кредит у застройщика под 12% годовых на 15 лет. Да, это огромный процент, но я не планирую платить его 15 лет. Я могу вносить в любое время, когда у меня появятся дополнительные наличные, какие-то деньги, я могу вносить их, они будут отниматься от общего баланса и будет идти перерасчет. И таким образом я планирую выплатить эту квартиру там за год или за 2, не напрягая себя и свои карманы. То есть даже если процент высокий, все равно по срокам, если ты его платишь в течение года либо 2 лет, огромные проценты ты не платишь застройщику. Если там взять общий срок 15 лет, да, там получается
ты платишь проценты только столько же, сколько ты взял кредит, в принципе. Вот. Но с такой оптимальной гибкой системой, как вот у застройщиков вот этот вот кредит, очень удобно. То есть по истечению строительства этого проекта через 3 года вы можете взять этот кредит, сдавать эту недвижимость, и эта недвижимость сама себя будет окупать по факту. Она будет этот кредит сама же и погашать. Потому что у этой... А какая арендная ставка будет? Вот если купить, например, студия, да, то есть, ну, понимать просто от. Давайте, да, как если... я сказал, если брать вот этот проект Times Square, там начальная цена $1600, если взять минимальную студию, там 43 квадратных метра, там начальная цена где-то 65-70 тысяч долларов, например, да. Проект находится в уникальном месте сам по себе, чтобы вы понимали, как бы, конечно же, недвижимость, цены на недвижимость влияют от места, где находится недвижимость в городе. Вот, соответственно, в Пномпене есть свои районы, какие-то хорошие для инвестиций, какие-то поменьше, какие-то максимальные дают прибыль. Проект находится в районе BKK, называется BKK, это Bong King Kong на камбоджийском, на кхмерском, который является на сегодняшний день сердцем города. То есть вот на фотографии последней, которую вы видите, как раз вот где вот эти вот все высотки, это является BKK-1. Там аренда жилья, вот такой вот односпального апартамента, 43 квадратных метра, будет начинаться на сегодняшний день от 750, 800, 900 долларов в месяц. Вот, это при долгосрочной аренде, чтобы вы понимали, потому что аренда в Камбодже есть долгосрочная и есть короткосрочная, это когда там на день, на неделю, соответственно, цены там посуточно будут намного выше, и там выходить будет в месяц, может, по 1500 или 2000. А на долгосрочное это считается от 6 месяцев до года. Вот, каждый год контракт обновляется. Соответственно, в этом районе, как я и сказал, односпальный на сегодняшний день 750, 800, 900 варьирует. Чтобы вы понимали, до ковида такие же апартаменты могли стоить $1000, 1200 долларов. Вот. Из-за ковида, конечно же, был спад, но он был незначительный, как я уже искал, как в других странах. Где-то на 20% в среднем был спад. Сейчас он возвращается. Вот. Но я думаю, через год это все будет стабильно, и рынок будет только расти, аренды будут, соответственно, расти. Ну, понимаете, получается, через 3 года этот проект достроится, который сейчас можно сдавать уже за 750-800 долларов. Через 3 года он будет сдаваться минимум за $1000. Вот, взяв кредит. Но сейчас сдавать нельзя, потому что он строится. Да. Ну, сейчас вы можете платить рассрочку, там по проценту в месяц, а когда через 3 года он откроется, и вам нужно будет выплатить 40% от стоимости, вы можете их взять в кредит, там 40% будет выходить кредита, грубо говоря, 400-500 долларов. 500 долларов это потолок, то есть в месяц. Соответственно, сдавая, эта недвижимость может сама себя окупать. То есть вам ничего не нужно платить больше. Вы, заплатив только 60% в течение 3 лет, получаете недвижимость, которая за эти 3 года опять же вырастет в цене, и помимо этого и вырастут аренды. Вот. То есть, как вы видите, это инвестиция, которая предоставляет вам несколько, так скажем, путей дохода. Это первое, рост недвижимости сам по себе. Второй, что аренда будет тоже расти, и вы будете сдавать. И третье, что вы можете взять кредит, потому что Камбоджа, камбоджийские банки не предоставляют кредит под недвижимость иностранцам. То есть иностранец не может получить здесь кредит. Как и, в принципе, многие страны, в том же Таиланде, в том же Вьетнаме, то есть вы кредит получить не можете, как иностранец. Вот. Но здесь в Камбодже многие застройщики делают вот такие вот кредиты, которые, как мне кажется, очень помогают инвесторам. Хотя мало кто пользуется ими на самом деле. Почему? Потому что, в принципе, недвижимость в Камбодже находится на начальном этапе, и цены очень доступны, и люди просто не заморачиваются. Просто у меня клиенты со всего мира, то есть и американцы, и европейцы, и канадцы, россияне также. Они когда слышат, что они могут купить односпальный апартамент в центре города за 70-80 тысяч, премиум-класса, соответственно, у них нет вопросов там, ой, а где мне взять кредит и тому подобное. То есть они достаточно
им легко выплатить эту сумму и полностью приобрести апартамент без какого-то кредита, в принципе. Вот. Понятно. А если рост, какой может быть прирост у цены у этой Да, недвижимости? если говорить о росте, чтобы вы понимали, прирост недвижимости в Камбодже ежегодный в среднем составляет 12%. Конечно, в каких-то регионах, как в Пномпене, на Бикике, он может достигать и 15%, вот, но в среднем он 12% в год. Прирост недвижимости. Понятно. А какие-то налоги на доход? Налоги на доход, соответственно, если вы покупаете недвижимость и потом ее перепродаете, здесь никакого налога нет, потому что это называется, я не знаю, как на русском, но на английском это называется capital gain tax. Это когда вы покупаете недвижимость, ее перепродаете, вы должны заплатить налог, так как вы зарабатываете на перепродаже. На сегодняшний день в Камбодже этот налог отменен для того, чтобы привлечь больше инвесторов, то есть этого налога нету на сегодняшний день. Соответственно, при покупке и при продаже вы никаких налогов не платите. Интересно. Покупая... А при сдаче в аренду? При сдаче в аренду налог там получается 14%, вот, получается от прибыли. Это налог на прибыль в аренду. Но если это вы будете официально это предоставлять, очень много людей сдают неофициально. Соответственно, здесь таких регуляторов, каких-то служб особых нет, как я уже искал, потому что все развивается, пока еще ничего нету. В будущем, конечно, может быть, но сейчас нормально. А есть какие-то управляющие компании, вот, например, в этом комплексе, про который вы говорили, предполагается, что будет управляющая компания, которая будет сдавать в аренду? Да, получается, именно в этом проекте на сегодняшний день у этого застройщика уже это 5-й проект. Все 4 проекта находятся в управлении у застройщика. Вот. Первый проект у них вообще является сервис-апарты. Это, так скажем, апартаменты, которые сдаются постоянно в аренду. То есть там люди практически, как бы они живут, но они все снимают там. Вот, то есть они могут взять ваш апартамент полностью в управление, сдавать его, но они будут это делать только на долгосрочную аренду, там от 6 месяцев до 12 месяцев. Они будут там процент брать какой-то, там 10-15, может, процентов, максимум 20% за управление. Я сам планирую открыть компанию, которая будет заниматься вот такими вот таким управлением. Понятно, управление недвижимостью. Я понимаю, что очень много иностранцев покупают, и этим иностранцам нужен будет кто-то, кто бы следил за этой недвижимостью. И я планирую, это такая ниша, которая пустая, и я планирую ее занять тоже в будущем. Петр, еще вопрос. Приобретая недвижимость, какой документ мы получаем? Собственность получаем или что? Да, получается, с 2010-2014 года, где-то 10 лет назад, государство Камбоджи приняло новый закон, который позволяет иностранцам приобретать недвижимость полную в собственность с сертификатом права собственности, начиная с 1-го этажа и выше. Все, что находится на земле, иностранец приобрести не может. А от 1-го этажа и наверх это кондоминиумы, резиденции, апартаменты, вы можете владеть собственностью, используя сертификат права собственности. То же самое, что вы купите, например, квартиру в Москве, либо в Петербурге, в другой точке. Это... Можно ли передавать в наследство? Вот такой вопрос у меня был у подписчика моего. Можно ли передавать в наследство? Да, конечно, вы можете передать по наследству, подарить, передать по наследству, перепродать. То есть вы вправе делать с этой недвижимостью все, что угодно. Это ваша собственность. Как раз вот сертификат права собственности, который называется Strata Title, он и дает вам эту возможность. Понятно. Хотел бы еще отметить такой момент. Вчера при изучении рынка здесь вокруг Юго-Восточной Азии я нашел такой момент, что, например, в Вьетнаме вы не можете получить недвижимость в собственность. Вы можете купить только на 99 лет, это в аренду, так скажем. Вы являетесь собственником, но это как бы не собственность по факту. У вас нет сертификата права собственности на это. Еще такой момент я подметил в Дубаях, например. В Дубаях вы можете купить недвижимость, 100% собственность, с сертификатом права собственности. Но есть свои подводные моменты. Недвижимость такая находится только
в местах, которые были признаны дубайским государством местами для покупки для иностранцев. То есть есть какие-то районы, где иностранцы могут купить, и все, вот только вот один район они выделили, там вот Марина, Дубай, там вот места, вот, где вот они строят эти застройки огромные, там вы можете купить, а в других каких-то других регионах вы не можете купить. На мой взгляд, что это создает? Это создает конкуренцию внутри своего же рынка, то есть рынок разделен, и купив такую недвижимость, по факту получается, вы не сливаетесь с местным населением. Получается... Да, вот это мой второй вопрос был как раз к вам. Да, какой спрашиваете? Что можно ли, есть ли потребность, если мы покупаем, то население Камбоджи, то есть продать населению, вот спрос самого населения. Что мне нравится в Камбодже, если отвечать на этот вопрос, в Камбодже вы можете купить недвижимость, которая находится от первого этажа и выше, который называется кондоминиум здесь. Вот, получается, купив кондоминиум, вы получаете сертификат права собственности, который называется Strata Title. Чтобы вы понимали, обычный местный житель, камбоджиец, кмер, который захочет купить также такой же кондоминиум, он получит такой же сертификат права собственности. То есть он будет одинаковый. Соответственно, перепродавая эту собственность, у вас не возникнет трудностей с перепродажей, потому что вы не будете ничем выделяться. У вас на руках такой же документ, как и у местного жителя кмера. Соответственно, у вас прав на собственность столько же, сколько у местного жителя. Приведу пример. А есть ли спрос у местного жителя на ту недвижимость, которая... Да, как я и говорил в начале, когда мы только начали говорить, если вы помните, я вам сказал, что молодое население Камбоджи стремится жить в городах, в таких кондоминиумах, потому что кондоминиум предлагает для вас все условия для жизни. Первое – это безопасно, 24 часа охрана. Это все различные развлечения, бассейны, там скай-бары, скай-рестораны на крыше, детские площадки, получается, беговые площадки для дорожек. То есть все это предлагается в кондоминиуме для людей, которые проживают, для резидентов. Например, купив дом на земле, вы покупаете просто дом на земле. У него нет бассейна, у него нет беговых дорожек, у него нет спортзала. Вы можете это получить. Но тогда возникает вторая проблема, кто этим будет заниматься, кто будет чистить ваш бассейн, кто будет его заливать водой, кто будет добавлять туда вот эти все препараты, чтобы делали его чистыми, кто будет строить тот же тренажерный зал. То есть это дополнительные затраты. Покупая кондоминиум, вы получаете все. В одном, получается, пакете, и вы можете пользоваться, и вы об этом не переживаете, не платите, не думаете. За вас это делает управленческая компания за управленческие взносы, которые в Камбодже варьируют от 50 центов, и максимум, что я здесь видел, это $1,5, что очень дешево. Метр квадратный, да? Метр, да. Ну, в среднем, если взять односпальный 40 квадратных метров и взять, грубо говоря, $1, это $40 получается в месяц. Да. Но вы получаете прекрасный бассейн на крыше, вы получаете кафе, рестораны, вы получаете 24 часа охраны, спортзалы, все это ваше использование. Соответственно, камбоджийцы молодые, они не дураки, они понимают, зачем я буду жить где-то и добираться до своей работы 2 часа, если я могу купить кондоминиум, и у меня будет прекрасная жизнь, у моих детей будут прекрасные условия для развития, роста и тому подобное. Соответственно, огромный спрос. И я что говорил, почему мне нравится камбоджийский рынок, почему я здесь остался, потому что есть спрос на эту недвижимость. Местное население стимулирует рост недвижимости, рост экономики, как я уже говорил, потому что оно молодое население, и оно развивается, и оно перебирается в город. Потому что, как я и сказал, 2 миллиона 300 тысяч человек проживает в Пномпене, и эта цифра растет, буквально каждый квартал она растет. Потому что люди из провинции приезжают в столицу для работы, для жизни. Потому что условия для жизни намного выше, чем в тех провинциях, например. Но здесь есть у вас в Пномпене, вы мне уже говорили об этом, хотела бы, чтобы вы сказали в эфире о том, что есть и премиальные апартаменты. Да.
Не премиальные, а элитные. Ну, люксовые, так скажем, да? Люксовые, Да, лучше есть, сказать. конечно, и люксовые, как на любом рынке, они есть. Вот, цена люксовых апартаментов может варьироваться там 3000 за квадратный метр, 4000, максимально это, наверное, 4-4,5 тысячи. Это максимально, что вы понимали. За такие деньги, например, в том же Таиланде вы купите только премиальные. Я выписывал, кстати, вот, там получается, как я вам и говорил, за сумму, которую вы можете приобрести эконом-вариант в Таиланде, вы можете в Камбодже приобрести премиум-класса недвижимость по цене. Вот. Там получается... Что входит в камбоджийский премиум Да, класс? камбоджийский премиум-класс, это получается, да, он в среднем там начинается от 1800 до 2000 с половиной за квадратный метр. На сегодняшний сейчас открывается новый проект, он называется J-Tower. Это третий проект японского застройщика, очень интересный застройщик, очень успешный застройщик. Построил 2 проекта, сейчас строит третий. Отличается своим японским качеством, который считается очень высоким. Вот, они строят достаточно очень хорошие апартаменты. Чтобы вы понимали, взять просто пример, их потолки составляют 3,5 метра высоты. То есть это высокий потолок. Да. То есть это недвижимость такого премиального класса с красивым видом, 77 этажей будет. Вот. У них начальная цена сейчас, на сегодняшний день, $1800 за квадратный метр. Но через 6 месяцев, когда они начнут стройку, они уже говорят, цены вырастут на 10%. Потому что они сейчас только подготавливают документы, и они начали препродажи такие, так скажем. Вот. И сейчас при продаже цены 1800 за квадратный метр. В этом проекте только трехспальные апартаменты, потому что у них первый проект был односпальный, второй проект был двухспальный, и третий проект, весь проект состоит из 3 спальных апартаментов. 77 этажей, на каждом этаже получается по 6 квартир, и чтобы вы понимали, по 6 лифтов. Соответственно, каждая квартира по лифту. То есть у вас будет, так скажем, свой персональный лифт. Вот. В общей сложности 360 апартаментов. Апартаменты 2 типов, 168 квадратных метров и 178 квадратных метров. Вот. Эти 2 типа, и цена варьируется, как я сказал, уже 1800 за квадратный метр, начальная цена. Вот. Петр, скажите, а сдается как обычно, с отделкой? В Камбодже стандартный вариант апартаментов, сдачи апартаментов идет уже с отделкой. Это стандартная отделка с покрашенными стенами, встроенной кухней, встроенной ванной комнатой, полностью оборудованной ванной комнатой. Вот, то есть вам нужно купить только мебель и технику, и вы можете уже заезжать. Чистовая или как у нас это называется, я не знаю. Ну, да, с отделкой. У нас нет такого, чтобы сдавали с кухней, Да. и с сантехникой. Нет, сантехника есть, но это обычно Я эконом-класс. знаю, да, я знаю, но у меня родители тоже занимаются. Да. Вот, поэтому здесь проблем нету. Да, хорошо, спасибо большое. Петр, спасибо огромное, познакомились с этой страной. Я думаю, мне тоже кажется, что здесь достаточно большая перспектива. Предложений пока еще не так много, правильно? Да. Поэтому... Как бы кому интересно, задавайте вопросы Елене, да. Елена, получается, мой агент в России, который напрямую работает со мной, то есть мы совместно пытаемся развивать рынок Камбоджи в России, потому что я считаю, есть огромный потенциал, и я считаю, что инвесторы в России должны знать о таких возможностях, потому что на сегодняшний день только Таиланд, Дубай. Таиланд всегда был нестабильный политически, потому что там королевство и король у власти находится. Вот, если вы возьмете рост экономики Таиланда, он незначительный, он получается там 3% ежегодно прирост. В последние 10 лет в среднем рост где-то на 5% максимально за все существование Таиланда, если взять, грубо говоря. Вот, Таиланд уже дошел до такого момента, до пика, так скажем, цены дорогие. На сегодняшний день рынок Таиланда очень привлекательный
с точки зрения аренды. То есть вы купили и сдаете в аренду, потому что аренда очень высокая, соответственно, вы можете получить доход от аренды высокий. Но точка входа очень высокая. Соответственно, купив Да, апартамент в Бангкоке, где-то в центре города, который вы будете сдавать там за 1,5, 2 или 3 тысячи долларов в месяц, соответственно, он будет и стоить там 200, 300, 400, а то и 500 тысяч долларов. Вот. Соответственно, Таиланд, он дошел до такого уровня, когда уже там уже начинается замедление. Что касается камбоджийского рынка, камбоджийский рынок только на начальном этапе, все только начинается. Многие эксперты говорят, что Камбоджа – это Таиланд, Бангкок 10 лет назад. Соответственно, у нас впереди ближайшие 10 лет проблем с ростом недвижимости, проблем с заработком на недвижимости нет. Поэтому я решил здесь и остаться, и попытаться работать здесь. И за 3 года, я вам скажу, я, получается, через 2 года уже купил квартиру себе здесь. Вот, я планирую инвестировать, продолжать в Камбоджу и только в Камбоджу. Конечно, всегда хорошо диверсифицировать, то есть покупать в разных странах, но прошу обратить внимание на Камбоджу. Здесь очень интересные варианты. Да. Когда наши клиенты говорят нам про то, что расскажите нам, предложите что-то из Таиланда, я предлагаю предлагать и Камбоджу. Просто это то, что еще никто не, вернее, мало кто знает. И нужно рассказывать, и пока рынок идет наверх, то есть инвесторы, они же должны заходить в правильный профессиональный инвестор. Когда рынок идет наверх. Абсолютно верно. Это он инвесторы смотрят на холодные цифры, а холодные цифры и статистика показывает, что развитие Камбоджи, как я уже сказал, уже рост ВВП 10 лет, стабильный рост – это очень хороший показатель, это очень благоприятные условия для входа, для инвестиций в эту страну, от того много инвесторов инвестируют. Вот, соответственно, потому что, войдя на рынок в правильное время, вы получите максимальную прибыль. Потому что, как я уже и сказал, 12% ежегодного роста, молодое население, начальный этап развития. Все это дает очень... Абсолютно верно. Они предоставляют идеальные благоприятные условия для инвестиций в Камбоджу. Да, да. Там, где вкладываются китайцы, нужно вкладываться. Абсолютно верно. И китайцы вкладываются в Камбоджу очень-очень даже хорошо, я вам сказал бы. И я так понимаю, что и какие-то производства, то есть рынок труда, я поизучала страну, да, и скажите, правильно я или нет, информацией обладаю, правильно или нет, что рынок труда растет, потому что открываются новые какие-то производства или какие-то фирмы, где могут молодые камбоджийцы как раз устроиться, работать, чтобы потом... Они же наши покупатели. Абсолютно верно, да. Да, вы все правильно изучили, получили информацию правильно. Благодаря огромной работе премьер-министра Хун Сена, который налаживает хорошие отношения со всеми странами по всему миру. Очень много стран инвестируют в Камбоджу, они предоставляют благоприятные условия. На сегодняшний день Камбоджа, например, получила эксклюзивную льготу на текстильные, получается, работы. Они отшивают одежду для мировых брендов, особенно американских. Камбоджа имеет эксклюзивные, получается, льготу. Только Камбоджа шьет для определенных американских международных брендов одежды. То есть очень много одежды, джинсов, таких как Zara, Mango и тому подобное, такие большие бренды, они отшиваются здесь в Камбодже, потому что дешевая рабочая сила, очень много благоприятных условий для открытия бизнеса здесь. Вот. Также в прошлом году на рынок зашла компания Ford, это производитель автомобилей, известная на весь мир. Они открыли здесь фабрику по сборке автомобилей. Соответственно, они будут собираться здесь и экспортироваться отсюда уже через порт, который как раз будет в Сиануквиле. Они будут отправляться на весь мир. Вот. Поэтому, то есть, нужно следить и нужно, так скажем, нужно повторять, не повторять, как сказать.
идти за ними. Да, то есть эти компании, они делают огромный анализ рынка на десятки лет вперед. Они не делают на краткосрочные какие-то время, они смотрят на 20-30 лет вперед, и они инвестируют именно в Камбодже. Поэтому нужно прислушиваться, да, и идти за ними. Спасибо большое, Петр. Я надеюсь, что у нас будет еще эфиры, вы нам что-нибудь будете рассказывать и, скорее всего, показывать. Да, конечно. Да, спасибо вам огромное, очень интересно. Спасибо. Я рад. Будем работать. Я рад, что вам интересно, да. Я всегда здесь, я всегда в Камбодже. Если у кого-то будут вопросы, через Елену всегда обращайтесь, мы вам поможем. То есть мы находимся здесь. Вы можете напрямую связываться с нами, и мы будем вам помогать и поддерживать в ваших покупках. Еще такой момент, у меня есть свои адвокаты, которые участвуют в каждой моей сделке, нотариусы, которые я заверяю. Многие здесь агенты, например, на месте в Камбодже не заверяют контракты нотариально, потому что законом Камбоджи это не обязательно. Но я всегда использую нотариуса и заверяю свои контракты своих клиентов в обязательном порядке с нотариусами, потому что это безопасность, это дополнительная безопасность для нашего клиента. Да. Чтобы все было легально, потому что застройщик, его цель одна – построить, заработать, пойти дальше. Моя цель как агента и ваша, Елена, я думаю, это чтобы сделать так, чтобы владелец приобрел эту недвижимость легально, без каких-либо рисков. Поэтому, да, и в дальнейшем мог бы пользоваться ею. Поэтому и вот это наша работа, так скажем. Поэтому не переживайте, если вам интересно, вы можете смело обращаться к нам, и мы вам поможем инвестировать с умом. И проконсультировать ваших клиентов. Да. Спасибо огромное, Спасибо Петр. Большое. Да. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания.